Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. В этом видео мы с вами вместе свяжем вот такого маленького очаровательного жирафика, который прекрасно подойдет в качестве первой игрушки для малыша или малышки. Особенно если вставить в животик какую-нибудь пищалку, гремелку, что-то в этом роде. У меня, к сожалению, ничего подобного дома не нашлось, поэтому это просто такая обычная игрушечка. Жирафик небольшой, он от рожек до ножек 24 сантиметра всего, маленький. Вязала я его крючком 2 миллиметра, и пряжу я использовала Ярнар Джинс. Это полухлопок, как раз самая безопасная пряжа для маленьких деток. Глазки я использовала 8 миллиметров. Тоже на безопасном креплении они, и плюс еще я их дополнительно закрепляю. В самом мастер-классе я показала, как это делаю. Пряжа я использовала, основной цвет у меня желтый 35, дополнительный цвет бежевый 07, и совсем немножечко у меня ушло оранжевого и желто-неонового. Номера, к сожалению, не помню, но они единственные такие в палитре. Такой получился малыш. Вязать его несложно, быстро. Если он вам тоже понравился, то присоединяйтесь, и приятного вам вязания. Начинаем вязание с ножки. Получается, вяжется снизу вверх, сначала основным цветом телесным, а после уже будем подключать разные разноцветные цвета. В моем случае это желтый, неоново-желтый и оранжевый. Так, бежевым цветом мы делаем кольцо амигуруми, и в это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем и начинаем вязать следующий ряд. Второй нам нужно провязать 6 прибавок подряд. И в итоге во втором ряду у нас получится 12 столбиков. Вяжем первый столбик, и в эту же петлю мы провязываем второй столбик до первой прибавки. Вяжем дальше вторую прибавку, третью, четвертую, пятую и шестую. Следующий ряд, третий, нам нужно провязать один столбик без накида прибавка, и так повторить 6 раз. И в конце ряда у нас с вами получится 18 столбиков. Вяжем первый столбик, в следующую петлю провязываем прибавку. Снова первый столбик, в следующую петлю прибавку. 2 раза провязали, еще 4 раза провяжите так до конца ряда. Провязали. В четвертом ряду нам нужно будет с вами провязать 2 столбика прибавка. Также повторить 6 раз. Вяжем один столбик, в следующую петлю второй столбик, и в следующую петлю вяжем прибавку. Еще один раз вяжем один столбик, второй, и в следующую петлю прибавку. 2 раза провязали, еще 4 раза повторяем так до конца ряда, и в итоге у нас в этом ряду получится 24 столбика. Провязали следующий 5, 6 и 7 ряд, получается всего 3. Провяжите по 24 столбика без накида. Провязали, вот такая деталька у нас должна уже получиться. И теперь следующие ряды мы будем вязать уже на убавление. 8 ряд, нам нужно с вами провязать 2 столбика без накида и убавку. Повторить так до конца ряда 6 раз. Провязываем первый столбик,
в следующую петлю второй, и теперь вяжем убавку. Я ее провязываю за передние полупетельки. Вот захватила одну переднюю полупетлю и сразу же захватила вторую. Вытянула ниточку и провязали убавку. Сейчас покажу еще раз. Провязываем первый столбик, провязали, второй, и теперь снова нужно провязать убавку. Захватываю передние полупетельки. Так убавка будет менее заметная. Два раза провязали, еще 4 раза провяжите 2 столбика убавка, и в итоге в конце ряда у нас получится 18 столбиков без накида. Провязали, следующий ряд вяжем 9, 1 столбик без накида, убавка. Вяжем так до конца ряда, в итоге получится 12 столбиков без накида, и после этого можно добавить уже наполнитель. Провязали, и теперь вяжем 10 ряд. Нам нужно провязать 2 столбика убавка, но уже 3 раза. Вяжем первый столбик, второй и провязываем убавку. Еще один раз вяжем первый столбик, второй и вяжем убавку. И третий раз провязываем первый столбик, второй, и теперь убавку мы до конца не довязываем. Получается, начинаем ее вязать, вытягиваем петлю и оставляем на крючке 2 петли. Бежевую ниточку мы обрезаем, она нам в этой детали больше не пригодится. Присоединяем ниточку дополнительного цвета. У меня это желтый. И получается, довязываем убавочку уже другой ниточкой. Теперь эти хвостики, если хотите, можете завязать на узелочки, я же их просто ввязываю в столбики следующие. Далее вяжем 11 ряд, провязываем 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий. Наполнитель я больше не добавляю, он у меня только в нижних частях верхних и нижних лапок, получается вот в этом шарике, а дальше вот здесь у меня уже пустое, без наполнителя. Довязываем этот ряд до конца, 11, и далее с 12 по 28 ряд, это получается у нас 17 рядов, нужно провязать по 9 столбиков, но чередовать их с другими цветами. Получается, как присоединяем ниточку, я вам показывала вот только что, вот здесь при смене от коричневого к желтому. Каждый раз так присоединяем ниточку. Присоединить нужно будет всего 2 раза, если будете вязать такой же расцветки. И потом просто протягиваем эту ниточку. Я сейчас, давайте довяжу до цветного и покажу вам, как это сделать. Но чтобы не показывать всю эту ручку, как вязать, там схема одинаковая, везде по 9 столбиков. Вы можете просто вот так нажать на паузу и смотреть в процессе вязания, если хотите точно такую же смену цвета, где у меня меняется ниточка. 2 ряда желтого, 1 оранжевый, 1 неоновый, снова 2 ряда желтого, 1 оранжевый, 1 неоновый. И так повторяется по всей детали. Провязала еще один ряд желтым и теперь присоединяю ниточку оранжевую. Желтую я просто оставляю, никуда ее не ввязываю, она у меня просто так и находится за вязанием. Ввязываю хвостик от оранжевой только, провязываю оранжевый 9 столбиков.
9 также не довязываю до конца. Оранжевую ниточку тоже отставляю в сторону, не обрезаю. Присоединяю теперь ниточку неонового цвета. И ввязываю теперь только этот хвостик. Также провязываю 9 столбиков. Так, эти хвостики можно будет потом обрезать, чтобы они не мешались. Восьмой столбик и 9 столбик я снова до конца не довязываю, оставляю ниточку и беру себе теперь ниточку, которая у нас основной цвет, желтенький. Эти две у меня остаются за вязанием дополнительные. Вяжем желтым. 9 столбиков. Получается 2 ряда надо провязать желтеньким. Сильно не натягивайте ниточки, чтобы они потом не стянули детальку нашу. Так вяжем. Надеюсь, это было понятно. И так вяжем все 17 рядов, чередуя цвета. Так, я довязала последний ряд оранжевым цветом, и теперь покажу вам, что я дальше делаю с этими ниточками. Присоединяю следующую нить, которая мне нужна, это у меня неоновая, а оранжевую теперь я обрезаю. И пока вяжу ряды неоновой, ввязываю хвостик оставшийся. Получается, со следующим неоновым рядом я сделаю то же самое. В конце я обрежу ниточку и ввяжу ее в желтые столбики. Вот, довязала ряд, желтую присоединяю. Все, больше мне не нужно ниточку, обрезаю. И также ввязываем теперь уже ее. Довязали. В общем, по всей детали у нас получилось 28 рядов. Теперь складываем деталь пополам и провязываем. За обе стеночки захватываем, провязываем один столбик. Дальше мы вяжем убавку. Убавку я захватываю с первый раз, вытягиваю, оставляю на крючке. Второй раз захватываю, вытягиваю. И теперь эти 3 петли я провязываю вместе. Довязываем еще последний оставшийся столбик. Все, получилось у нас в этой детали наверху 3 столбика. Воздушная петля.
И ниточку обрезаем. Длинный хвостик оставлять не нужно, потому что мы будем ввязывать и ручки, и ножки. Поэтому достаточно будет вот такого хвостика. Все, ножка готова. Вторую вяжем точно так же. Ручки вяжутся похожим способом, но просто на пару рядов меньше вот в этой круглой части. А так у них одинаковое количество рядов. Вот смотрите, желтым получается также 2 желтых по 1 цветных, 4 раза. Давайте я оставлю на экране схему, как связать ручку, потому что они с ножкой практически одинаковые, там отличие только на пару рядов меньше, чем на ножке. Так, смотрите на экранчике, можете поставить на паузу или сделать скриншот и связать 2 детали ручек. Связали ручки и ножки, 4 детальки у нас в общем. И теперь откладываем их в сторону, будем с вами вязать рожки. Рожки, кстати, вяжутся точно так же, как и ручки, единственное, у них меньше рядов и нет дополнительных цветов. А рожки я набиваю полностью. Следующую деталь, которую мы с вами свяжем, это будут ушки. Одно я уже связала, вот так оно выглядит, таким треугольничком. Также из желтой пряжи я его вяжу. Так, как вяжем ушко? Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем первый ряд, 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6 столбик. Затягиваем колечко, вяжем следующий ряд. Провязываем 1 столбик, прибавка 3 раза. Первый столбик, в следующую петлю прибавка. Второй столбик и в следующую петлю прибавка. И третий раз вяжем столбик, прибавка. Провязали. Следующий ряд, третий, нам нужно провязать 9 столбиков без накида. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик. Следующий 4 ряд. Провязываем 2 столбика прибавка, также 3 раза. И у нас должно будет получиться 12 столбиков. Вяжем первый, второй и прибавка. Провяжите так еще 2 раза. Провязали. Следующий ряд, 5, нужно провязать просто 12 столбиков без накида по кругу. Провязали. 6 ряд. Провязываем 3 столбика прибавка. Первый, второй, третий, прибавка. Повторите так еще 2 раза до конца ряда, и у нас в итоге получится 15 столбиков. Довязали. 7 ряд мы вяжем 4 столбика. Первый, второй, третий,
4 и провязываем прибавку. Провяжите так еще 2 раза, и в конце ряда у нас получится 18 столбиков. Следующий 8 ряд провяжите 18 столбиков без накида. Провязали, вяжем 9 ряд, провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и вяжем прибавку. Повторяем так еще 2 раза до конца ряда. Получится 21 столбик. И следующий 10 ряд провяжите 21 столбик без накида, соединительный столбик и ниточку обрезаем. Обрезаем тоже подлиннее, потому что ушки будем пришивать. Связали мы дополнительные части. Осталась еще одна маленькая часть. И это хвостик. Хвостик у жирафа обычно небольшой, поэтому я сделала его маленьким. Первый ряд у меня идет 6 столбиков в кольцо амигуруми. Дальше 10 рядов по 6 столбиков. И последний ряд я сложила детальку пополам, провязала 3 столбика за обе стеночки. Схему видите на экране. Слишком мелкая деталь для того, чтобы вязать ее на камеру. Думаю, с этим вы сможете справиться самостоятельно. После мы добавим кисточки, но уже в конце, когда будем оформлять игрушку, добавим кисточки на хвостик. Все. Теперь остаются нам две основные части связать. Это голова и туловище. Ручки, ножки, хвостик мы вяжем в туловище, а вот ушки и рожки нам придется с вами пришить. Давайте начнем вязать туловище, в котором еще располагается на животике сердечко. Мне кажется, самая интересная особенность у этой игрушки. Начинаем вязать туловище. Вяжется оно желтеньким цветом основным. Снизу вверх в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Колечко затягиваем, вяжем следующий ряд. 2 провязываем 6 прибавок. И в итоге у нас получается 12 столбиков без накида. 2 прибавка, 3, 4, 5 и 6. Следующий ряд 3. Провязываем 1 столбик без накида прибавка, повторяем 6 раз. Вяжем 1 столбик, следующую петлю провязываем прибавку. Повторяем эту комбинацию до конца ряда и в итоге получаем 18 столбиков без накида. Провязали. 4 ряд вяжем. 1 столбик, 2 и провязываем прибавку. Повторяем так до конца ряда еще 5 раз, и в итоге у нас получается 24 столбика. Вяжем 5 ряд, провязываем 1 столбик, 2, 3 и провязываем прибавку. Вяжем так до конца ряда, в итоге получается 30 столбиков. 6 ряд вяжем 1 столбик, 2, 3, 4 и провязываем прибавку. Также вяжем до конца ряда и получается у нас уже 36 столбиков. 7 ряд провязываем 1 столбик, 2,
3, 4, 5 и прибавку. Повторяем еще 5 раз, и в конце ряда у нас получается 42 столбика. Восьмой ряд вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и прибавка. Повторяем до конца ряда. В итоге получается у нас 48 столбиков в ряду. В следующем 9 ряду мы с вами будем ввязывать ножки. Ножки это там, где нижний вот этот кружочек побольше. Прикладываем ножку. Смотрите, чтобы ступенька перехода цвета была вовнутрь, чтобы спереди ее не было сильно заметно и чтобы сбоку тоже не видно. То есть если вы сделаете вот так, то, думаю, ступенька будет более заметная. Вот так она внутрь попадает. Провязываем, захватывая одну петельку ножки и одну петельку туловища. Провязываем первый столбик без накида. Далее вторую петлю ножки вместе с туловищем. Провязываем второй столбик и третью также петлю ножки провязываем с туловищем. Первую ножку ввязали. Дальше провязываем по основной части 21 столбик. Провязали, берем вторую ножку, прикладываем ее так, чтобы ступенька оказалась внутри и ее не было видно. И также провязываем, захватывая петельку на ножке и на туловище. Первая. Вторая. И третья. Далее довяжите до конца ряда оставшиеся 21 столбик без накида. Следующие ряды, это 10 и 11, провяжите по 48 столбиков без накида в каждом ряду. Провязали. В 12 ряду мы с вами на передней части начнем вывязывать сердечко, а сзади будем ввязывать хвостик. Для начала провязываем 13 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12 и 13 столбик мы до конца не довязываем, оставляем 2 петельки на крючке. Берем ниточку другого цвета, каким у вас будет сердечко, у меня это оранжевый, и присоединяем, довязывая столбик оранжевой ниткой. Далее провязываем один столбик также не до конца оранжевым, 2 петли на крючке оставили, возвращаемся к желтой ниточке, оранжевую оставьте, мы ее так и оставим, потом к ней вернемся. Довязываем этот столбик желтеньким.
Дальше провязываем 22 столбика. Один мы уже провязали. Дальше вяжем второй, третий, четвертый, 21 и 22 столбик. Хвостик у нас должен располагаться посередине, между ножками. Получается, между ножками у нас был 21 столбик. Хвостик занимает 3 столбика, это значит 9 от одной ножки, 9 от другой. Смотрите, чтобы он располагался посередине. И ввязываем его так же, как ввязывали ножки. Захватываем одну петлю на хвостике и одну на туловище, провязывая столбик без накида. Также второй раз. И третий. Дальше довязываем оставшиеся 9 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И 9 столбик. Вот что у нас уже получилось. Дальше следующий ряд. Провязываем 12 столбиков без накида. 12 не довязываем до конца. Первый столбик. 11 и 12 столбик. Оставляем 2 петли на крючке. Переходим к оранжевой ниточке. Сильно не стягиваем, чтобы у нас не стянулось здесь полотно. А так свободно довязываем столбик, чтобы вот эта ниточка у нас не перетянулась. Желтенькую подтягиваем. Дальше вяжем оранжевой ниточкой первый столбик. Второй. И третий мы вяжем наполовину. То есть захватили, вытянули и оставили 2 петли на крючке. Возвращаемся к желтым. Желтый тоже сильно не стягиваем, чтобы более-менее свободная ниточка осталась внутри. Вот так. Провязываем дальше столбики без накида до конца ряда. Первый, второй, и их должно у нас получиться 33. Провязали. Следующий ряд у нас идет 14. Мы провязываем 11 столбиков желтым цветом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. Не довязываем его до конца, оставляем 2 петли на крючке. Переходим к оранжевой ниточке. Опять-таки ее делаем такую небольшую петельку, оставляем, чтобы она не стягивалась внутри. Видите, она у меня свободная. Полотно не перетянутое. И провязываем теперь 5 столбиков оранжевым цветом. Вот эту желтую ниточку, где у нас был последний столбик, подтяните, чтобы не оставалось здесь дырочки. Так, 5 столбик из оранжевого мы до конца не довязываем, оставляем 2 петли на крючке. И возвращаемся к желтенькому. Тоже свободно провязываем желтый, оранжевый столбик подтягиваем. Вот так сзади выглядят ниточки внутри. Видите, они у меня здесь все свободненькие.
Все, довязываем до конца ряда желтым цветом столбики без накида. А всего их у нас должно получиться теперь 32. А общее количество петель в ряду у нас до сих пор идет 48. И еще начиная с 10 ряда мы же вяжем без убавок, без прибавок, просто по прямой. Вяжем следующий 15 ряд, провязываем 11 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11 столбик оставляем 2 петли на крючке. Присоединяем ниточку оранжевого цвета. Вяжем 1 столбик полный, 1 столбик только половиночку. И возвращаемся к желтенькому. Присоединяем желтый, оранжевый подтягиваем. Желтым цветом вяжем половинку столбика. 2 петли только на крючке. Возвращаемся к оранжевому, довязываем этот столбик. И теперь оранжевым снова вяжем 1 полный столбик и 1 наполовину, оставляя 2 петли на крючке. Возвращаемся к желтенькому. Все, дальше довязываем до конца ряда столбики без накида. Их получается столько же, сколько и в предыдущем ряду. 32. Довязали ряд этот до конца. Оранжевую ниточку обрезаем. На этом мы сердечко вязать закончили. Сейчас, когда дойдем до вот этой части, просто оранжевую ниточку вяжем в следующем ряду. Такое у нас получилось сердечко. Сейчас, когда свяжем еще один верхний ряд желтым цветом, оно уже будет более выраженное. Вяжем 16 ряд, провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И вяжем убавку, захватывая передние полупетельки. Нужно так повторить до конца ряда 6 раз. Снова вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и провязываем убавку за передние полупетельки. Еще один раз провязываем. Давайте вяжем сразу оранжевую ниточку. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и провязываем убавку. 3 раза провязали, еще 3 раза точно так же довяжите до конца ряда. И в итоге количество столбиков у нас в этом ряду получится уже 42. Вот такое небольшое сердечко у нас с вами получилось. Довязали следующий 17 и 18 ряд, провяжите по 42 столбика без накида. Провязали 2 ряда, следующий ряд у нас 19. Мы провязываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда еще 5 раз. В итоге у нас получается 36 столбиков. И следующий 20 и 21 ряд провяжите по 36 столбиков без накида. Следующий ряд 22.
мы провязываем первый столбик, второй, третий и четвертый, и вяжем убавку. Еще 5 раз провязываем точно так же 4 столбика убавка, и в конце ряда у нас получится 30 столбиков без накида. Следующий 23 и 24 ряд провяжите по 30 столбиков в каждом ряду и добавьте наполнитель. Довязали, деталь наполнили. Если у вас есть какая-нибудь гремелка, пищалка, то можно ее вставить как раз вот здесь в животик, и будет она забавно шуметь. У меня такого, к сожалению, нет, поэтому я вяжу просто так, без ничего. Следующий ряд мы провязываем 25. Нам нужно провязать 3 столбика. Первый, второй, третий и убавку. Довязываем так еще 5 раз до конца ряда, и в итоге у нас получится с вами 24 столбика без накида. Довязали этот ряд до конца, и в следующем ряду, 26, мы будем ввязывать ручки. Смотрите также на переход, ступеньки, чтобы они были внутри. Ручки будем провязывать также, захватывая петлю на ручке и на туловище. И теперь смотрите, если у вас вязание чуть-чуть сместилось, и сейчас прям мы начинаем уже с первого столбика, с начала ряда ввязывать ручку. У меня она располагается как раз вот ровно под ножкой. Если у вас вязание сместилось чуть в сторону, провяжите дополнительно 1-2 столбика, сколько вам необходимо для того, чтобы выровнять это вязание. В общем, отрегулируйте расположение ручек, довяжите дополнительные столбики, если это нужно, и начинаем ввязывать. Захватываем петлю ручки и петлю туловища. Провязываем 1 столбик. Далее вторую петлю также провязываем. Второй столбик провязали. Теперь нам нужно сделать убавку. Как я ее делаю? Сначала захватываю петлю ручки и туловища, вытягиваю петельку, оставляю ее на крючке. И вытягиваю одну петлю уже на туловище. Вот на крючке у меня 3 петли, я их провязываю вместе. Такая у меня убавочка. Дальше мы вяжем 2 столбика убавка 2 раза по петлям туловища. Первый столбик, второй, и вяжем убавку. Снова провязываем первый столбик, второй, и вяжем убавку. Берем вторую ручку и ввязываем. Также сначала 2 столбика вместе с туловищем. Первый. Второй. И провязываем убавку, опять захватывая петли ручки и туловища, вытягивая одну петлю. Мешается ниточка. Так, вытянули петлю, оставили на крючке, и уже на туловище также вытягиваем одну петельку, и теперь 3 вместе провязываем. Дальше вяжем 2 столбика убавка 2 раза. Первый, второй, убавка,
И еще один раз вяжем первый столбик, второй и убавка. Провязали этот ряд. Немножко он сложный. Дальше легче, начиная с 27 по 40 ряд, это у нас получается всего 14 рядов, провяжите по 18 столбиков в каждом ряду. Получается, вывязываем шею. Провяжите 14 рядов, сделайте соединительный столбик в конце, после того, когда вяжете, и ниточку вытягиваем, подлиннее обрезаем, чтобы потом этой ниточкой пришить голову к туловищу. Начинаем вязать голову пряжей бежевого цвета. Делаем кольцо амигуруми и провязываем в кольцо первый ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко мы затягиваем. Вяжем следующий второй ряд, 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика. Первая прибавка, вторая. В конце ряда у нас получится 12 столбиков без накида. Четвертая. Пятая и шестая прибавка. Следующий ряд, третий. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка 6 раз. Вяжем столбик, следующую петлю, прибавку. Так повторяем до конца ряда, и в итоге у нас получается с вами 18 столбиков. Довязали, вяжем четвертый ряд, провязываем 1 столбик без накида, 2, и в следующую петлю вяжем прибавку. Также повторяем еще 5 раз, 2 столбика прибавка, и получается у нас в итоге 24 столбика в ряду. Пятый ряд провязываем 3 столбика, и прибавка. Провязываем так до конца ряда, и в итоге у нас получается 30 столбиков в ряду. Следующий шестой ряд провяжите 30 столбиков без накида. Седьмой ряд провязываем 4 столбика, первый, второй, третий, четвертый, и вяжем прибавку. Также повторяем еще 5 раз, и в конце ряда у нас с вами получится 36 столбиков. В восьмом ряду мы провязываем 36 столбиков без накида. Девятый ряд провязываем 5 столбиков, первый, второй, третий, четвертый, пятый, и провязываем прибавку. Повторяем также до конца ряда, и в итоге у нас получится с вами 42 столбика без накида в ряду. Следующий 10 и 11 ряд провяжите по 42 столбика без накида. Провязали. Последний столбик 11 ряда мы до конца не довязываем, а оставляем 2 петли на крючке и ниточку обрезаем. Присоединяем пряжу другого цвета. У меня это желтенький. И дальше мы вяжем также по 42 столбика без накида в ряду с 12 по 19. Это получается всего 8 рядов. Хвостики вот эти получившиеся можно завязать на узелочки, а можно просто ввязать их
следующий ряд. Провязали 8 рядов желтым цветом. И вот такая деталь у нас уже получается. Дальше вяжем следующий ряд 20. Провязываем 6 столбиков. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. В следующую петлю провязываем прибавку. И так повторяем до конца ряда. 6 столбиков, прибавка. Получается еще 5 раз. В итоге у нас с вами получится 48 столбиков в ряду. И следующий 21 ряд провяжите 48 столбиков. Провязали эти два ряда. И дальше будем устанавливать безопасные глазки. Они у меня 8 миллиметров размером. Так, устанавливаем их между вторым и третьим рядом желтого цвета. Расстояние между глазками у меня 8 столбиков без накида. Можно глазки использовать еще меньше размером. В первом своем жирафике я использовала 6 или 7 миллиметров. Тоже смотрелось очень хорошо. Больше, мне кажется, будет уже не очень. Так, с внутренней стороны закрепляем заглушками. Но так как это жирафик, предназначенный для маленького ребенка, который будет его грызть, возможно, пытаться отгрызть глаза, я еще дополнительно закрепляю глаз изнутри, расправляя ножку зажигалкой. Так, закрепили хорошо плотно застежку. Дальше подпаливаем ее, чтобы она хорошенько расплавилась. И с помощью ножниц теперь просто ее придавливаю. Все, теперь она застывает, и уже никак ее не вытащишь. То же самое проделаю со вторым глазиком. Самый надежный способ крепления глаз. Следующие ряды у нас идут уже на убавление. 22 ряд мы провязываем 6 столбиков убавка. И так вяжем до конца ряда, повторяю. Так, 4, 5 и 6. Теперь провязываем убавку. Повторяем так еще 5 раз до конца ряда. И в итоге у нас с вами получается 42 столбика. Следующий ряд 23. Мы провязываем уже 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И вяжем убавку. Тоже повторяем также до конца ряда. И в итоге получается у нас 36 столбиков. 24 ряд мы провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый и убавка. Также повторяем до конца ряда. И в итоге у нас с вами получается 30 столбиков без накида. Можете уже добавлять наполнитель в первую половинку головы. Следующий ряд провязываем 25. Вяжем 3 столбика. И убавка. Повторяем до конца ряда. И в итоге у нас получается 24 столбика. 26 ряд провяжите 2 столбика, убавка 6 раз. И 27 ряд провяжите 1 столбик без накида, убавка 6 раз. И последний ряд провяжите 6 убавок. Думаю, здесь уже ничего сложного нет. А дальше мы с вами вместе закроем оставшееся маленькое отверстие.
Все провязали, осталось у нас маленькое такое отверстие. В конце провязываете соединительный столбик, воздушную петлю, ниточку вытягиваем чуть подлиннее, для того, чтобы хватило ее на закрытие этого отверстия, и еще вывести ее вниз, спрятать в районе шеи. С помощью иголочки вводим ее за передние полупетельки с наружной стороны во внутреннюю и подтягиваем сразу. Снова обхватываем следующий полустолбик. Все время делаем в одном направлении. То есть, если мы захватываем, вводим иголочку снаружи вовнутрь, то так и делаем все 6 полупетель. Каждый раз ниточку подтягиваем. Дальше я захватываю еще первую самую, еще один раз получается. Подтягиваем. Теперь вводим иголочку в серединку и выводим ее внизу, там, где у нас будет шея. Подтягиваем, чтобы отверстие стянулось. Здесь же завязываем узелочек. Маленький, большой сильно не надо делать. Все, затянули. И снова проводим иголочку через наполнитель на другую сторону головы. Ниточку эту можно обрезать. Голова готова. Все основные части мы с вами связали. Остается только оформление. Берем рожки и находим места, где они будут располагаться. Так, отсчитываем от глаз. 1, 2, 3, 4, 5 рядов вверх. И на расстоянии 3 рядов будут располагаться рожки. Практически в тех же местах пришиваю, в тех же рядах, где у нас расположены глазки. Для начала отмечаем все булавочками. То есть хорошо закрепляем, чтобы он никуда не убежал во время пришивания, не сдвинулся. Второй, получается, располагаем также, только уже со стороны второго гладика. На тех же рядах пришиваем за оставленные нами ниточки. Я всегда пришиваю с помощью вот такой большой иголки с большим ушком. Это гораздо облегчает процесс пришивания, чем делать это, например, маленькой. Пришиваем, захватывая столбик на голове. И захватывая петельку на рожке. Снова на голове. И на рожке. Весь процесс пришивания не буду показывать, думаю, так понятно. Сейчас сделаю с вами 3-4 стежка. Пришиваем по кругу. На каждом. Так, у меня получилось от глаза 4 ряда. Я не помню точно, сейчас я вам сказала 5 или 4. Ну, думаю, это не сильно принципиально, но вот сейчас, когда уже пришиваю, осталось 4 ряда. Так, когда прошьете первый, у нас же получается 2 хвостика, у одного будет ниточка своя, у второго. Хвостик выводим вниз и оставляем. Пришиваем второй рог, и я потом покажу, как сделать, спрятать эти хвостики. После второго рожка тоже хвостик вы видите в эту же точку внизу головы.
Рожки пришили, вот у меня вторая ниточка. Я ее вывожу в то же место, где вывела первую. Также между столбиками. Теперь завязываем их на узелочек. Можно на несколько. Ниточку обрезаем. И прячем внутри головы. Все, рожки пришили. Теперь давайте пришьем ушки. Одно я уже пришила, вот так оно у меня выглядит. И вывела также ниточку хвостика. Дальше берем второе ушко. Когда мы закончили, вот эту часть оставляем в серединке. И также со второй стороны выводим иголочку. Получается, разделяем ушко на две части. Прикладываем его под рожками, примерно отступив 2 ряда вниз. Пришиваю также на расстоянии этих же столбиков, что были рожки. 3 ряда у меня, получается, уходит. Пришиваем теперь. Захватываем столбик на голове. И теперь захватываем первую часть ушка. 2 части, 2 стеночки получается. Вот 2 захватили. Вот эту половинку мы пока не трогаем, пришиваем только первую. Снова делаем стежок на голове. И захватываем опять 2 стеночки первой части ушка. Еще раз стежок. Снова 2 стеночки ушка. И последний стежок делаем на голове. Захватываем часть ушка. Теперь отступаем столбик на голове. Вот так это выглядит. И пришиваем вторую сторону. Столбик отступили, захватываем вторую часть. Теперь пришиваем только вторую. Также на голове. 2 части, 2 стороны ушка. Получается, разделили пополам, пришили сначала одну сторону, потом вторую. И все на этом. Вот что у нас получилось. Теперь выводим эту ниточку вниз к первому хвостику. Также убираем, как и делали с рожками. Из оформления мордочки нам теперь осталось сделать только бровки, улыбочку по желанию. Я думаю, это не лишняя деталь для такой игрушки, для маленьких деток. Сейчас мы все это вместе вышьем. Вышивать я буду черной ниточкой, тоненькой. Да, у меня Vita Pelican, кажется, 100% хлопок. Вводим иголочку внизу, оставляя хвостик. Выводим. Давайте сначала мы сделаем бровки. Выводим под глазик примерно на 4 ряда вниз. И делаем такой крестик, обхватывая один столбик. Первую наискось сделали и вторую также наискось. Уходим на вторую сторону. Со второй стороны
делаем тоже такой же крестик. Уходим вниз, отсчитываем от кольца мигруем первый, второй, третий и четвертый ряд. Между четвертым и пятым будем делать улыбочку. Сильно широкую я ее не делаю, приложите вот так ниточку, посмотрите, устроит ли вас такой результат. Так, можно ее закрепить в серединке, провести сначала вот так линию и захватить. Сделать такую петельку. Улыбочка готова. Так, здесь хвостики также завязываем на узелочки и прячем внутри головы. Далее, что мы с вами делаем? Возвращаемся к туловищу игрушки. С бежевой пряжи нарезаем вот такие коротенькие ниточки. Штук 5-6, я думаю, будет достаточно. Берем крючок, складываем ниточку пополам, чтобы у нас была вот такая петелька. И теперь в последний ряд, там где у нас было кольцо амигуруми, присоединяем эти ниточки. Захватываем петельку. Протягиваем ее, но не до конца. Также оставляем эту петельку. Вводим крючок и захватываем хвостики. Все подтягиваем. Также вторую делаем. И все 6, в общем, 5-6. Вытягиваем петельку и в эту петельку протягиваем хвостики. Все присоединили, теперь можно по желанию их укоротить немножечко. Я совсем чуть-чуть это делаю, чтобы выровнять, чтобы все у меня были одинаковые. Все, хвостик сделали. Теперь нам остается пришить голову к туловищу. Хорошенько, плотно наполняем шею. Голову я располагаю примерно вот так. Посередине у меня шея находится. И теперь закрепляю я с помощью спиц, чтобы во время пришивания голова никуда не съехала. То есть вводим, сначала находим нужное положение головы, вводим спицу в голову наискос и в шею. Тяжело мне это сделать на камеру. Думаю, принцип понятен. Сначала одной спицей закрепляем, потом закрепляем второй, также наискос, потому что одна все равно на одной спице будет голова болтаться, а на двух она будет держаться крепко. Спицы беру самые тоненькие, что у меня есть, чтобы не оставить большие дырочки на голове. Вот так примерно выглядит это все. Теперь мы пришиваем. Пришиваем стежками, так же как пришивали ушки, рожки. Захватываем стежок на голове и обхватываем столбик на шее. Снова стежок на голове,
обхватываем столбик на шее. Так пришиваем по кругу. После кончик нити, уже после пришивания, можно вывести куда-нибудь под ушко, например, вот прям под самое-самое ушко, завязать маленький узелочек и спрятать ниточку с другой стороны, проведя через голову, как вариант. Например, я делаю так. Но я вам показывать это уже не буду, а за камерой пришью голову и вернусь с уже готовым результатом. Ну что ж, я вас поздравляю. Мы связали вместе с вами вот такого маленького очаровательного жирафика. Благодарю вас за совместно проведенное время, за совместное вязание. Надеюсь, мы с вами увидимся в следующих мастер-классах. Всего вам самого наилучшего и до новых встреч!